Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 3 апреля, и мы с вами проводим промежуточный выпуск. Хочу вам напомнить, что мы работаем в следующем режиме с понедельника по четверг. Промежуточные выпуски, в пятницу ответы на вопросы и в воскресенье итоги недели. Большое спасибо, что вы нам помогаете как минимум лайками и репостами, а также комментариями. В комментариях можете писать как минимум 5 слов, и в таком случае вы помогаете нам продвинуть наши материалы вверх по рейтингу. Так, большое спасибо за понимание и помощь. Также хочу вам напомнить, что в описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. Там вы можете задать любой вопрос, на который я отвечу. Так, теперь начнем. Начнем с вчерашнего события. Все вы уже, конечно, прекрасно знаете, что вчера во время творческого вечера, что там за творчество, понять довольно сложно, некий относительно молодой человек, вернее, человек уже среднего возраста, по прозвищу Владлен Татарский, он же Максим Фомин, был убит. Убит в кафетерии, давал какие-то творческие встречи проводил. Еще раз повторяю, творчество, какое может быть у этого человека, сказать довольно сложно. Давайте, наверное, я вам немножко расскажу о его биографии этого человека. Это отъявленный бандит и негодяй. В конце нулевых годов, вернее, или даже в 2011, если мне не изменяет память, он ограбил банк. Это гражданин Украины, он ограбил банк, за что получил довольно солидный срок и отбывал наказание, как и присудил ему суд. Но начался 2014 год, и этому прохиндею удалось сбежать. Он некоторое время воевал против Украины на стороне тех людей, которых провоцировала российская власть. И спустя какое-то время попал на хороший счет к российским спецслужбам. Был, конечно, завербован и довольно неплохо служил, неплохо, конечно, в кавычках, вернее, даже не служил, а прислуживал. Прислуживал тем, что писал какие-то там репортажи в последнее время, я имею в виду после начала войны, уже в 2022 году писал какие-то репортажи, даже стали его обзывать военным корреспондентом. Он такой же военный корреспондент, как и балерина, еще раз подчеркиваю, отъявленный негодяй, идеологией которого было полное уничтожение Украины, его бывшей родины, абсолютный предатель по всем измерениям и по меркам даже президента России Владимира Путина. Этот человек является предателем, а предателей сам Путин считает законной целью. Это так, на всякий случай. Теперь дальше. Конечно, сразу же нашли виновников преступления. Это, конечно же, в кавычках, конечно же, оказались украинские спецслужбы и сторонники Алексея Навального. Кто еще в России может устраивать громкие убийства, ведь правда? Муж у этой барышни в либертарианской партии, также абсолютный пацифист, человек против войны, уверяет, находится уже, как я понимаю, некоторое время вне территории России, и уверяет, что, конечно, жену его подставили. Конечно, подставили, в этом нет никаких сомнений. Только вот подставили российские спецслужбы. И в этом, опять-таки, нет никаких сомнений. Более подробно мы расскажем у нас в телеграм-канале о том, что произошло. А я надеюсь, что вы все прекрасно понимаете, что украинские спецслужбы, не объединившись, а подставили, или объединившись, там сейчас очень сложно сказать, со сторонниками Алексея Навального, это, конечно, в России страшная сила. Страшная, конечно, вне всяких сомнений для нынешней российской власти. Глупость полная, все полностью инсценировано, все подготовлено. Мы с вами прекрасно знаем, что российская власть
такими мероприятиями баловалась еще в 99 году. Да и позже мы знаем многочисленные случаи с убийством и военных корреспондентов. Давайте вспомним, как убили Ивана Ивановича Сафронова, папу Ивана Сафронова-старшего. И еще много-много случаев. Ну, так, еще раз. Просто чтобы напомнить. Конечно, горько об этом говорить, но реноме российской власти говорит само за себя. Проснулся после недолгой пьянки заместитель главы Совбеза. Я напомню, что главой Совбеза является президент России, а Николай Патрушев – это всего лишь секретарь Совбеза. Да, формально, конечно, Путин руководит Совбезом, но реальный руководитель Совбеза – это, конечно, Николай Платонович Патрушев. Дмитрий Анатольевич Медведев абсолютно никак не касается Патрушева. Патрушев петрушками не руководит. Медведев, конечно, чистейшая петрушка Владимира Путина. Нужен исключительно для того, чтобы нести полную пургу, как говорит сам президент России. Но вот он выступил и призвал, я имею в виду Медведев выступил и призвал писать доносы. Он прекрасно знает, и мы недавно писали, совсем недавно мы писали материал в телеграм-канале о том, как Путин любит доносчиков и как Путин любит, когда уважаемые россияне пишут друг на друга доносы. Он просто кайфует от этого. Вы уж меня извините за сленг. Так вот, Дмитрий Медведев призвал россиян писать доносы, чем, конечно, очередной раз порадовал Владимира Путина. Россиян не надо особо в последнее время подстегивать. Они и сами побежали и пишут доносы вполне себе много и на сегодняшний день вполне результативно. Стучать друг на друга – это, конечно, старые традиции, еще со сталинских времен. Держать народ в повиновении с помощью доносов друг на друга – это излюбленная методика российской власти, как во времена Сталина, так и во времена недопрезидента России Владимира Путина. Так. Пригожин очередной раз рассказал, что он юридически взял Бахмут. Ну, юридически он может взять все, что угодно. Важно, что происходит физически. Потому что де юре, как говорят, и де факто, это совершенно разные вещи. Да и де юре это он выдумал. Это чистая выдумка Пригожина, выдумал термин для того, чтобы он хоть как-то обозначить свои достижения, хоть как-то донести президенту России Владимиру Путину о своих, в кавычках, успехах. Приходится часто говорить кавычки, да и приходится часто расставлять кавычки, потому что мы живем в мире кавычек, когда все как-то расплывчато, и люди городят полную чушь, извините за выражение, но выдают это за какую-то правду, якобы. Никакой Бахмут, конечно, не взят, ни юридически, ни де-факто, ни де-юре, это все ерунда. Пригожину важно иметь имидж удачливого человека и суперзахватчика. Сообщают о том, что комплексы ПВО, команда Алексея Навального обнаружила комплексы ПВО «Панцирь С-1» возле предполагаемых резиденций Путина. Ну, действительно так. Возле резиденции Путина установлено ПВО. Мы уже неоднократно говорили, я вам еще раз напомню, и сегодня, по-моему, в выпуске мы об этом писали, я имею в виду в телеграм-канале, о том, что Путин, даже находясь в одной из своих резиденций, находится в этой резиденции в бункерном помещении. Во всех резиденциях, все резиденции президента оборудованы бункерами, и при посещении любой из резиденций, ну, Красную Поляну он в последнее время не посещает, а вот Новоогарева и Валдай также оборудованы бункерами, и президент постоянно находится в бункерных помещениях, боится удара с воздуха, боится находиться в надземных помещениях, поэтому в подземные спускается. Там ему более комфортно, там этот Кощей чахнет. Сказал бы над златом, но это было бы, наверное, не очень правильно, не очень точно, вернее.
Так, ну и, конечно, основная новость сегодняшнего дня, основная, конечно, сарказмом, это то, что Путин назначил свою племянницу, двоюродная племянница его, Цивилева, назначил ее главой нового государственного фонда «Защитники Отечества». Это тот самый фонд, который анонсировал президент России, который будет наполняться пока непонятно из каких источников и будет распределять средства этого фонда его племянница. Куда будут идти средства этого фонда, догадываетесь? Будет ли этот фонд помогать полноценно семьям военных? Ну, готов поставить, что не будет. Готов поставить, что этот фонд будет пополнять запасы самого президента России и его семьи. Ну, если учесть, что он военнослужащий, да, или он, как бы это правильно сказать. Не хочу говорить грубые выражения, но вот будет разбарон, конечно. В этом у меня, например, нет никаких сомнений, я уверен, что у вас также. Так, большое спасибо, что были со мной, мы вас любим, это главное, это искренне. Мы работаем для вас, вы об этом прекрасно знаете, но я никогда не устану вам об этом напоминать. Любовь спасет мир, и, конечно, всегда любовь побеждает зло. Большое спасибо, что были со мной. Ставьте лайк, пишите комментарии минимум 5 слов, а также подписывайтесь на наш Patreon. Помогайте нам, мы поможем вам. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.